Привет, ARMY. Добро пожаловать обратно на канал Daily Pop Music. На этот раз давайте погрузимся в историю, которая не сопровождается громкими взрывами или ослепительными прожекторами. Вместо этого она приходит тихо, окутанная теплом и спокойствием. Это история, которую нужно прочувствовать, а не торопить. История, которая медленно разворачивается и остается с вами надолго после окончания. Это история о Ви, Ким Тэ-хёне и о периоде его жизни, который отличается от всего, что мы видели раньше. Период более тихий, более вдумчивый и глубоко человечный. Речь не идет о погоне за вершиной или доказательстве своего места в мире. Речь идет о понимании того, где он находится и куда хочет двигаться дальше. В том, как Ви снова предстает перед публикой, есть что-то особенное. Не из-за того, что он носит, и не из-за его статуса мировой звезды. Разница тонкая, почти неосязаемая. Это что-то, что можно почувствовать в воздухе, как спокойствие, которое наступает после дождя. Мир не стал тише, но он стал. В своей последней фотосессии и интервью для Vogue Japan Ви не предстает перед нами как кумир, стремящийся к вершине карьеры. Вместо этого он предстает как артист, который тщательно и осознанно строит свой фундамент, шаг за шагом. В его словах нет спешки, нет необходимости впечатлять. Только честность. Слова, которыми он поделился, звучали просто, но глубоко искренне. Он сказал, что хочет стать тем, кого невозможно поколебать, чтобы оправдать ожидания людей, которых он любит. Это не громкие амбиции. Речь не идет о доминировании или скорости. Это тихая решимость. Такая, которая растет медленно, но остается. И с этого начинается повествование о переходе. Фаза, которая может быть не всегда шумной или драматичной, но необходима для формирования направления его дальнейшего пути. Фаза, где рост происходит под поверхностью. В свои 29 лет Ким Тэ-хён уже прожил жизнь, которая кажется более насыщенной, чем у большинства. С момента дебюта BTS в 2013 году его мир неумолимо движется вперед. Сцена за сценой. Город за городом. Страна за страной. Аплодисменты, которые, кажется, никогда не стихают. Мир знает его как Ви, харизматичную фигуру с глубоким, неповторимым голосом и взглядом, который может за считанные секунды смениться с напряженного на нежный. Но за этим образом Тэ-хён остается человеком. Человеком, который продолжает расти, меняться и все глубже понимать себя с течением времени. Слава не остановила его в одно мгновение. Жизнь продолжалась, и он тоже. Его сольный альбом «Лиёвр», выпущенный в 2023 году, стал одним из самых ярких проявлений этих перемен. Он не был создан для того, чтобы оправдать огромные ожидания или гнаться за взрывными рекордами. Вместо этого «Лиёвр» звучит как тихо шепчущий дневник. Музыка развивается медленно, насыщена атмосферой, приглашая слушателей присесть и подышать вместе с ним. В этом альбоме Тэ-хён не пытается показать, как высоко он может прыгать или как громко он может кричать. Он демонстрирует, насколько глубоко он способен чувствовать. Песни не спешат к кульминации. Они задерживаются. Они остаются. Они оставляют пространство для тишины, и эта тишина становится частью самой музыки. Кино – еще один важный ракурс, через который Ви смотрит на жизнь и искусство. В своем интервью он с энтузиазмом говорил о фильмах, которые оставили у него неизгладимое впечатление. Он упомянул «Бешеных псов», «Талантливого мистера Рипли» и «Гордость и предубеждение». Каждый из этих фильмов исследует сложные эмоции, несовершенных персонажей и внутренние конфликты. Но один фильм, в частности, оставил на нем более глубокий эмоциональный след «Рожденный быть синим». Фильм, основанный на жизни джазового музыканта Чета Бейкера. По словам Ви, фильм передает молодость, боль и преданность человека тому, что он любит. Последний взгляд Итана Хоука в фильме до сих пор остается в его памяти. Как любитель джаза, Ви чувствует личную связь с этой историей.
Он видит в этом отражение себя, музыканта, который всей душой любит музыку, но при этом прекрасно осознает, что такая любовь может также приносить раны, одиночество и жертвы. Это понимание приходит не из теории, а из жизненного опыта. Фотосессия для Vogue Japan в Париже показалась ему идеальной площадкой для представления этой современной версии Ви. Выбор концепции, вдохновленный кинематографом 1990-х годов, был преднамеренным. Эта эпоха известна эмоциональными, многогранными персонажами, далекими от черно-белого. Винни изображен как безупречный айдол. Он представлен как персонаж, сложный, уязвимый и настоящий. Он признался, что в начале съемок ему было трудно найти нужное настроение. Вместо того, чтобы заставлять себя вживаться в роль, он решил сделать паузу и пообщаться с фотографом. Этот процесс стал для него самой приятной частью. Разговоры, обмен идеями и постепенное совместное открытие правильного настроения. Для Ви дело было не только в конечном изображении. Дело было в самом процессе создания чего-то значимого посредством сотрудничества. Такой образ мышления отражает его нынешний подход к жизни, с терпением и доверием к процессу. После завершения обязательной военной службы Ви снова начал появляться на различных важных публичных мероприятиях. Он посетил неделю моды в Париже, продолжил свою роль глобального посла. Он сотрудничал с такими брендами, как Celine и Cartier, и даже совершил символический первый бросок на игре бейсбольной команды Los Angeles Dodgers. Однако все ощущалось иначе, чем раньше. Не было спешки. Не было давления, чтобы доминировать в заголовках. Не нужно было ничего доказывать. Ви двигался в своем темпе, как будто он уже знает, куда идет, даже если он не торопится. BTS остается эмоциональным центром его жизни. Когда все 7 участников снова появились вместе на концерте Джей Хоупа в июне 2025 года, этот момент стал незабываемым. Ви заплакал. Долгих объяснений не требовалось. Эти слезы сами по себе хранили годы воспоминаний, борьбы и любви. BTS – это не просто группа коллег. Это семья, которая росла вместе, преодолевая трудности, мечты и время. Наблюдая за тем, как участники строят свои сольные карьеры, Ви испытывает глубокое уважение. Он понимает, что хотя их цель одна и та же, пути, по которым они идут, совершенно разные. Иногда, наблюдая за ними на сцене, ему кажется, что он смотрит на кого-то другого, на артистов, которыми он глубоко восхищается, а не на друзей, которые когда-то каждый день были рядом с ним. Однако это чувство не создает дистанции. Наоборот, оно укрепляет их взаимное уважение и понимание. В повседневной жизни Ви находит покой в простых вещах. Он занимается спортом почти каждый день. Он старается придерживаться распорядка дня. Он прилагает усилия, чтобы успокоить свой ум перед сном. Он не утверждает, что всегда добивается успеха, но у него есть постоянное стремление заботиться как о своем физическом, так и о психическом здоровье. Такая зрелость не кричит и не бросается в глаза. Она не требует внимания. Но она глубоко прочувствована, и это видно потому, как он себя держит. Когда его спрашивают о красоте, ответ Ви выходит за рамки традиционных определений. Для него красота – это нечто, обладающее неоспоримой притягательностью. Нечто, что завораживает без объяснений. Это может быть духи, украшения или тихий момент, когда краска касается белого холста во время фотосессии. Красота – это тот самый момент, вот оно, когда уверенность появляется без усилий. Музыка остается центральной осью его жизни. Он слушает музыку самых разных жанров и позволяет себе вдохновляться новыми музыкантами. Его отношения с музыкой не изменились, но эволюционировали. Он больше не воспринимает ее как конечную цель, а как путешествие, которое постоянно движется вперед. Он считает, что песня, которая больше всего отражает его самого, это та, которую он еще не создал. Это заявление, наполненное честностью и тихой надеждой. Он описывает 2025 год как год подготовки. Со стороны может показаться, что для ARMY это время проходит тихо, но на самом деле он невероятно занят.
Он и участники BTS продолжают общаться, обмениваться идеями и работать за кулисами. Они не хотят, чтобы это время казалось пустым или потраченным впустую. Альбом BTS и мировой тур, запланированные на 2026 год, это не просто возвращение на сцену. Это эмоциональная и художественная готовность. Это осознанный шаг в новую главу. Его отношения с поклонниками остаются для него самым ценным. Он называет своих фанатов людьми, которых искренне любит. Простая фраза, но очень искренняя. Сообщение от давней поклонницы, с которой он познакомился на Vogue World 2025-го, напомнило ему, как долго длился этот путь и как любовь росла с течением времени. В конце концов, эта история не о достижениях или славе. Это история о переходе. О художнике, который решает замедлить темп, укрепить свой фундамент и стать более уверенным в себе. Он не отвергает амбиции, но отказывается позволить им контролировать свою жизнь. Он хочет быть здоровым, спокойным и подлинным, как в роли Ви, так и в роли Ким Тэ-хёна. И, возможно, именно в этом сейчас заключается его очарование. Не в ослепительном блеске, а в теплом, устойчивом сиянии. Тихий этап, наполненный смыслом. Подготовка к началу следующей главы. Спасибо, что оставались с нами до конца. Друзья Д.Поппи, мы надеемся, что эта история составит вам компанию в ваши сегодняшние минуты отдыха. Увидимся в следующем выпуске новостей корейской индустрии развлечений и оставайтесь с Д.Поппи.